Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я расскажу про приметы и традиции на Яблочный Спас. Яблочный Спас отмечается 19 августа. Этот праздник всегда обозначал начало осени. И поэтому до этой даты нужно было успеть убрать урожай пшеницы и заготовить лекарственные травы. Считается, что ночи после Спаса становятся намного холоднее. Наши предки говорили: «Пришел Спас, держи рукавицы про запас». В Яблочный Спас крестьяне собирали урожай в полях и садах. В храмы несли для благословения яблоки. Над ними священник читал специальную молитву. После этого верующим разрешалось употреблять в пищу яблоки и другие фрукты из нового урожая. Люди утверждают, что яблоки в этот день обладают особой волшебной силой. Люди загадывали желания и ели их, надеясь на исполнение своей заветной мечты. Желание должно быть добрым и светлым, тогда оно обязательно исполнится. В Яблочный Спас хозяйки пекли яблочные пироги, варили варенье. Люди щедро делились урожаем, раздавали больным, сиротам и нищим, угощали родных и соседей, и только в последнюю очередь ели сами. По народному поверью, первое съеденное яблоко в этот день расскажет, чего ожидать от судьбы в ближайшем году. Если яблоко будет кислым, то впереди ждут неприятности. А вот если окажется сладким, то и жизнь будет полна радости и счастья. Обычно закат в этот день провожали песнями и танцами. На Яблочный Спас люди светят яблоки и другие фрукты нового урожая. Считается, что яблоки в этот день обладают особенной волшебной силой, способной к исцелению. Существовало поверье, что перед тем, как съест освященное яблоко, нужно загадать заветное желание и сказать: что надумано, сбудется. Что сбудется, не минуется. После освящения праздничных продуктов, люди шли домой и накрывали богатые угощениями стол. Продолжалось празднование гуляниями с песнями и плясками. В Яблочный Спас девушки обязательно пытались узнать свое будущее. Одним из самых распространенных гаданий было гадание на яблочной кожуре. Если лента вдруг обрывалась, то это означало, что в ближайший год замужества не будет. А если получалось срезать аккуратно всю кожуру с яблока длинной лентой, то девушка левой рукой бросала ее через плечо и в получившемся узоре пыталась рассмотреть имя или инициалы будущего мужа. Если какое-то яблоко поклевали птицы, значит, мужчина, чье имя на нем написано, не способен на серьезное отношение. В том случае, если за ночь птицы склевали большую часть фрукта, то у вас может появиться соперница. Если яблоко исчезло оттуда, куда его клали на ночь, значит, с этим человеком вам быть вместе не судьба. На праздник Яблочного Спаса еще с древних времен существовало много примет. Некоторые из них дошли и до наших дней. Считалось, каким будет день на Яблочный Спас, такой будет и осень. Если ясный день, то осень будет сухой, если идет дождь, мокрой. Севшая на руку в праздник Спаса муха, к удаче. Пчелы роятся к дождю. Считалось, что если этот день выдался холодным, то и январь будет суровым. Какая погода на Яблочный Спас, такая будет и на Покров 14 октября. Много скворцов на деревьях, к суровому январю. Если к 19 августа листья на деревьях пожелтели, в ближайшее время сильно похолодает.